Имя Мурата Мутурганова известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Еще в возрасте 6 лет он прогремел на всю планету, став самым юным клоуном в мире. Его имя занесено в Книгу рекордов Дива, а также отмечено в Музее клоунской славы в США в штате Висконсин. Он сын легендарного Карима Мутурганова и уже в 3-летнем возрасте участвовал в представлениях на цирковой арене. А сегодня уже сын Мурата Майкл продолжает традиции цирковой династии, и они вместе поднимают престиж циркового искусства не только внутри Казахстана, но и на мировой сцене. Мы поговорили о том, каково это с детства собирать овации, радости и улыбки зрителей, о сложностях и перспективах циркового искусства, и также о том, когда Казахстан сможет похвастаться своим собственным цирком Дю Солей. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Желаю вам приятного просмотра. Мурат, қалайсыз? Ну, замечательно, керемет. О, супер. Керемет, рахмет сізге. Керемет. Мен де керемет. Сегодня вот мы с вами встретились в нашей студии. Да, прекрасной. да. Вот немножко побеседуем, поболтаем. Такая у нас комфортная, легкая обстановка. Первый же вопрос. Я вот когда готовился, я посмотрел, есть фильм про вас. Да. Там, где вы совсем еще молодой, примерно вам 6, наверное, или 7 лет. Ну, я возраста моего сына сейчас, вот там, Да. кстати. Да. Сколько сейчас моему сыну, я там такого, да, возраста. Да, и там вы делаете экскурсию для журналиста, который начинает такой, говорит: всем привет, как вы думаете, кто из тех ребят у меня за спиной клоун, да, или как он сказал, самый юный... Самый юный клоун, да. Да, самый такое. юный клоун в мире, такой, и потом вы подходите. Вообще так интересно было потом, как он приходит к вам, вы ему экскурсию рассказываете, все показываете. Какая вот эта вот жизнь молодого, даже не молодого, маленькой суперзвезды, которую знает буквально во всей Европе, в Казахстане, можно сказать, по всей планете. Ну вот, когда вот этот вопрос задают, тогда начинаешь только задумываться об этом. Но когда ты вот в этой вот в рутине, постоянно в этих гастролях, тренировках, на выступлениях, то есть как-то я на самом... Вот мне с папой повезло безумно в этом плане. Повезло как тренер, как продюсер, как режиссер, он просто гениальный, потому что он всегда говорил: слушай, ну ты артист только вот во время представления. А когда ты выходишь с арены, ты простой мальчишка, все, ну то есть релакс, расслабься, никакого у тебя там... И у меня вот это вот ощущение, что я там звезда, известный, да, там где-то зазнаться, вот никогда такого у меня не было. Вот это вот, конечно, большая заслуга моего папы, именно как продюсера моего. Поэтому... я вот что скажу. Когда у меня нет долгого периода выступлений, я начинаю тухнуть, я это ощущаю. Прям внутри меня, мне кажется, что весь мир меня забыл, что я никому не нужен. У меня такая легкая депрессия начинается. Вот это есть. То есть мне обязательно надо постоянно гастролировать и выходить на зрителя. Сцена нужна постоянно. Абсолютно. Потому что сколько я отдаю зрителю энергии, столько же я и получаю. Вот это точно. Без выступлений я не могу. Все. Вот это вот если так говорить, то только так. Это у вас, вы помните, когда это вообще появилась, эта зависимость? Или было такое, что сначала немножко страх был, сцена? Первый выход был мой в 3 годика. Первый самый выход на арену. Я был главным героем в сказке папы. Вот потом уже там еще, и вот в 5 лет все, я уже стал клоуном. В 6 я получил трудовую книжку и стал официально самый юный клоун в мире, да, потому что у меня была трудовая книжка. То есть я был профессиональным артистом. Ну вот как вот в том периоде я могу, да, вспомнить это вот? Оно вот это как-то раз, и все, и оно вот просто въелось в меня, да, в хорошем смысле этого слова. И вот я иногда думаю, если бы я родился в обычной семье, и то есть не в цирковой династии, то кем бы я стал? И я иногда под вечер ложусь, когда спать, об этом у меня вот так вот холодный пот выступает. Я думаю, как дети, когда вот там мама врач, а папа, например, юрист, мама говорит: ты должен быть врачом, а папа говорит: как ребенку определиться, кем стать, как выбрать эту профессию, мне кажется, это самая большая проблема в жизни. И я очень благодарен. У меня много трудностей, я в процессе расскажу, там и в цирке в Алматинском у меня были там, да, разборки, и трудные гастроли, у меня из-за этого у меня гастрит, там, потому что неправильное питание, да. Вот несмотря на это, я никогда не жалел о том, что я артист цирка. Вот вам, Иван, честно скажу, я просто не представляю свою жизнь. Поэтому каково это быть звездным мальчиком? Да просто артист, вот и все. Вот так я скажу.
Стало частью жизни, просто вы Ну даже... да, наверное, да. Вот я даже, ну, то есть я не могу понять, когда это произошло. Вот никак не могу. Это просто со стороны человек, который смотрит, для него вот как-то это необычно, а для человека, который вот Ну, жизнь, ну это как, Ну, как так бы, и ну должно да, быть. ну то есть, как бы, ну вот по-другому я не представляю себе, да? Да. Вот, наверное, это так. А вы в каком возрасте уже прям начали гастролировать за границу? Вот у нас как раз в 6 лет произошло, когда я получил трудовую книжку, мы выехали на фестиваль Италию, в да? Италию. Да, вот именно тогда меня и признали официально в цирковом сообществе. То есть вот этот фестиваль, он дал толчок. Мгм. Вот именно в мировом цирковом. То есть, и после этого мы уже подали на Книгу рекордов. Книга рекордов Диво по СНГ сразу нас внесла. А Гиннесса говорит, приезжайте в Америку, покажите нам наяву. Мы не верим по видеозаписи. Мгм. А нам не дали визу, тогда же была такая небольшая там Да, да, холодная да. война в 90-м году. Нам не дали просто визу, и мы не смогли выехать в Америку. И, к сожалению, я не попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ну, слушайте, ну даже вот встреча там с Юрием Владимировичем Никулиным, когда папа приходил, ему давал видеокассету, и говорит, вот маленький, и Юрий Владимирович сказал, вот четко папа запомнил это навсегда, он говорит, ребенок, клоун, я же знаю, какая-то сложная профессия. Карим, ну, что ты тут, ну, как бы, и даже он даже не поверил, что ребенок может тянуть целое представление. Мгм. Потому что он часто клоуны выводили своих детей, там они подносили им тарелочку и уходили. Да, Да, да. там, или выходили просто на поклон в конце. И вот, ну, как бы, Юрий Никулин видел только такое. И когда папа ему сказал, он говорит, Карим, ну, какой ребенок? Ну, таких детей, как куча их там. И все. И он, к сожалению, вот тогда был момент, когда, потому что он знает, какая это сложная профессия. Да. Юрий Владимирович, вот так вот такие вот истории были. Спонсор сегодняшнего выпуска — Aviasales KZ, поиск дешевых авиабилетов и кэшбэк от путешествий. А в Италии как гастроли проходили? Слушайте, в Италии это был просто вот фурор. Я вам Аншлаг, честно я скажу. вот это совершенно- аншлаг, во-первых. Вот сейчас вот билборды же висят по городу, когда концерт идет. Да. Вот цирк, там шапито, там только шапито передвижное. И каждые 10 дней новый город. То есть приехали, установили, отработали, уехали. Мы были как артисты приглашены. Так вот, весь город в билбордах был увешан вот мои огромные фотографии, там 5×6. Я прям вот в Италии я был... Вот смотрите, во-первых, казах, ну как бы азиат, сразу увидели. Ребенок, они же любят детей. И плюс клоун. То есть вот эти вот 3 качества, вот мой трейлер, где мы жили, Да. его ставили всегда в глубину, потому что были моменты, когда вот так прям девчонки, Мурат, мы раскачивали. То есть вот как показывают сейчас, да, там, я не знаю, там, Кайрат Нуртас вот наш, да, там, вот, там, не пройти. Вот я также в Италии, я вам честное слово говорю. Поэтому в Италии я намного популярнее был, чем в Казахстане, если вот брать. Backstreet Boys, да? Вот Ну, это? нет, ну, конечно, не такой уровень, хотелось бы, конечно, но прям я был очень популярный, очень. И даже когда сейчас какие-то программы проходят касательно цирка, иногда вспоминают про меня, говорят. Хотя мои заключительные гастроли, знаете, когда были там? В 1996 году. Мгм. Это что? Это получается 32 года? Нет, 28 лет назад? 27, да? 27 лет назад. Представляете, я вот там последний раз был на гастролях. А сейчас где-то выступаете за границей? Нет, Сейчас. нет, потому что в 2007 году я получил звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан». В 22 года я получил его. Это самое высшее, что есть в Казахстане. И в 22, ну, никому не давали. Это был феномен. Плюс еще артисту цирка. Это вообще, то есть обычно там артисту балета, что-то вот высшее искусство. А тут артисту цирка в 22 года, и это прям... И я начал тогда задумываться, что раз государство помнит, не пора бы вернуться на родину. Потому что мы вот с 91 вот по 2007 мы просто нон-стопом гастролировали. И я вот это вот зародилась у меня идея, и в 2009 я вернулся в Казахстан, и с тех пор я не выезжаю. Я вернулся для того, чтобы, к сожалению, цирковое искусство в нашей стране, оно очень на низком уровне. Я не про профессиональные качества говорю, я говорю про отношения зрителей. Мгм. Чё я там в цирке не видал? Вот так мне отвечают. Мгм. Понимаете? Что, я клоун? Вот прям вот так, да? Там, пойдемте в цирк, фу, на обезьянок смотреть. И вот, ну вот такое отношение. Максимум, что родитель делает, приводит детей, у кассира спрашивают, во сколько закончится? А, все, через Да, полтора да. часа заберусь. То есть нету вот этого тренда, как в советское время. Вот в советское время было так, хорошо отучишься, на выходных идем в цирк. И дети ждали этого, они прямо для них цирк. А сейчас это вот торговый центр, это телефоны, это онлайн-игры. Я понимаю, мой сын тоже так, то есть он тоже одержим телефоном. Но ведь все же от нас, от родителей зависит. Если мы хотя бы раз в месяц будем водить ребенка в цирк, мы же его приучим. И вот это я столкнулся с этой проблемой в 2009 году. Мгм. Люди меня помнили с тех времен, узнавали, но при этом в цирк не ходили. И я поставил себе цель, что я должен возродить цирковое искусство. Я должен вернуть эту былую славу
и так далее. И вот с тех пор у меня вот что-то получалось, были взлеты. Потом для меня всегда был пример Юрий Владимирович Никулин, он же был клоуном, потом стал киноактером. Ему вот именно кинокарьера дала вот такую вот славу по всему миру, а потом он стал директором цирка на Цветном бульваре. И я вот понял, что так, значит, вот есть вот пример, я клоун, отлично, теперь мне надо стать известным. Что для этого нужно? Идти в кино, на телевидение, я работал там ведущим на телеканалах, на НТК, на Хит-ТВ, я заработал, так скажем, имя. Но самый кайф был, что когда меня на улице узнавали, они всегда говорили: о, циркач, о, клоун. То есть не было такого: о, телеведущий, о, киноактер. То есть все равно у них в сознании осталось, что я веду программу, но я артист цирка. И вот это для меня самое потрясающее. Я вот там 3-4 года прям вставал на ноги, был очень успешный. Вот там с 2010 по 2012 я прям вот был, ну, как бы в топе известных людей. Все, потом я стал замдиректора в цирке, и вот тут моя карьера пошла очень сильно вниз. Я не знаю, это сглазили или я что-то не то сделал. У меня начались эти разборки. С 12 по 13 я ровно год проработал. Слушайте, ну, я пришел такой, знаете, молодой, меня акимат назначил, да, я эту должность не покупал, то есть я не заплатил ни копейки. И я пришел действительно твориться. А там другая система. Они мне говорят: ты что сюда пришел? Я говорю: что за вопрос? Ты пришел развивать цирк. Ты с нами или ты отдельно? Ну, то есть меня встретили так. Ну, то есть как бы пилим? Или... И я говорю: ребят, подождите, стоп. Я пришел сюда создавать. Окей, мы тебе покажем. И меня давай. Дыщ. Собрание. Там за час делаю собрание, а я не знал же. Не явка на собрание. Бум, первый выговор. Ну, вот такие вещи. Понимаете? А я начинаю там: давайте то, давайте фестивали, давайте это, давайте развивать. Ну, то есть я, ну, такие... в розовых очках, честно, пришел. И все, а там это не нужно. Ну, то есть вот такие какие-то моменты. Мне нужно было быть чуть-чуть поспокойней, а я вот сразу раз с плечами. И все. И вот с тех пор у меня прям карьера очень вниз пошла. Я имею в виду популярность, узнаваемость. Потом в этот как раз период пошли вайнеры, соцсети зацепили, и вот и все. И я раз на второй план ушел, к сожалению. Вот, но я продолжаю, я все равно гастролирую. У меня свой цирк Шапито маленький, мы гастролируем по городам. У меня есть новогоднее шоу ежегодное, я делаю, которое вы всегда посещаете, поддерживаете. Вам спасибо, Иван. Так что я не сдаюсь. Я верю, что когда-нибудь государство все-таки вспомнит про цирковое искусство и скажет: давайте его возрождать. И первый, кто им придет в голову, это вот моя кандидатура. Я уверен в этом. Я просто в этом уверен. И тогда у меня все получится. Может быть, это как-то пафосно звучит, но я всегда себе говорю перед сном: если не я, то кто? Когда мне говорят: да езжайте на гастроли, да? Ну вот на самом деле я бы сейчас уехал куда-нибудь на гастроли, да? У меня был бы стабильный гонорар. Конечно, уже небольшой, как в тот период, когда я был маленький. То есть я, когда был маленький, в 90-х годах нам платили там за одно представление в районе там $300 за одно представление. А мы в месяц их делали 50. То есть нам платили за представление. Представляете, в 90-х годах. То есть у нас курс прям... другой еще был, да? Конечно, курс другой. То есть мы, когда приехали с Италии с гастроли, мы могли там целый там дом купить, ну, я имею в виду квартиры все эти. Ну, тогда же это все вот так было. А я вот помню четко, мы там родственникам на то, и мы 20 дней, каждый день у нас 100 и дома. 20 дней мы вот это праздновали возвращение наше, понимаете, какая вещь? А потом раз через 20 дней такие... И я прям помню, как мы ходили, и папа занимал деньги, чтобы... Клянусь вам, то есть вот у меня папа и мама вот какие-то были, ну, вот такие беспечные. Да, гастроли еще будут. А потом раз у нас там и 3 месяца, летом редко бывают гастроли, и 3 месяца мы без... И был период, ходили в парк Горького, и там показывали какие-то репризы, нам бросали деньги. Вот такой момент был. Знаете, какой вот контраст у артистов цирка? То мешками мы эти доллары везем, гуляй, давай, вот так. Там родственник какой-то там в бизнес ложился, у него не пошло. На тебе, закрываем, там, папа, вот так вот, налево-направо. Вот, и поэтому мне говорят: да езжайте на гастроли свои, да, там. Ну вот сейчас резюме подам, в любой момент уеду, в любой цирк поеду, да. Но я думаю, кто тогда, понимаете? И поэтому вот это меня держит. Ну, у вас хорошо получается. Вот это новогоднее шоу, да? фантастика. Ну, аншлаг же был. Был, полностью, да. полностью. Но это все очень рискованно, потому что вот это уже 9-е по счету. Каждый год мы делаем 9 лет. И из них 7 минусовые. Минусовые, потому что декорации, артисты. У меня задействовано, знаете, сколько? Вот в этом году было 138 человек задействовано было. Их же все надо, их же оплатить им, понимаете? А в аренду взять.
порекламировать, декорации, музыку авторскую написать, костюмы пошить, и вот это все, и оно бывает, что не окупает. А билеты дорогие же я не могу делать, это же детское Да, шоу. да. То есть если Меладзе там или Леонтьев приезжает, там Агутин приезжает, у них билеты там 50-100 тысяч тенге, я не могу такие цены ставить. Не пойдут просто. Мгм. Понимаете, какая вещь? И поэтому с виду-то классно, а внутри Да. у меня тоже... Ну, я смотрю, 2 выступления в день, разные города, там, А вот когда турне, да, да, турне, да, но опять же там регионы, там зал у них всего по 600-700 мест. Тоже это не... То есть Да, да, любое шоу рентабельно от 1000 мест. Поэтому с виду, конечно, ну, то есть как бы я не показываю все свои проблемы внутренние, но внутри у меня полная нестабильность финансовая. Полная. есть сложности. Да. Абсолютно, да. Ну, я как-то, знаете, иду своим путем, поэтому... Ну, этот шоу фокусников. Да, вот. вот мы сегодня, кстати, классное. 15 марта, да. Классное, да. Вчера был вот фестиваль. Иван, кстати, вы были в жюри, Да. в жюри у нас, спасибо огромное. Поэтому, ну дай бог, вот тоже если будет ежегодное, но вот такие мероприятия, это имиджевые для города. Вот они полностью должны поддерживаться акиматом, я считаю. Да. А я это все делал на свои средства. Гости из Франции, Из да? Франции были у нас представители, из России, из Белоруссии, из Узбекистана. То есть он такой международный прям. у Да, нас. да. И уровень, ну, то есть... Ну, были, да, прям классные номера, которые зацепили? Все суперские. Ну Там, вот. ну, я с профессионалами был. Да, вот. да, да, Они, да. конечно, мне подсказали, что там, Там нюансы. где да. там косячки какие-то Да, есть. да. Ну вы как что-то- зритель, как зритель. Как зритель вообще я получил Класс. удовольствие. Класс. Ну вот это самое главное. Это самое. Я, дай бог, я надеюсь, что он будет теперь ежегодный. Я надеюсь очень. Да? И вы всегда желанные жюри у нас. Имейте в виду. Рахмет. Хорошо. Да. Я к следующим разам уже буду больше разбираться. Уже, да, немножко изучите. Фильмы Да. посмотрите. Есть вот хороший фильм «Иллюзия обмана». «Престиж» фильм хороший очень. А насколько фильмы вообще близко к реальной театральной, цирковой? Я думаю, что... Вот смотрите, вообще вот «Иллюзия и фокус» — это больше не цирк. Это вот больше такое театральное Что-то другое, искусство. да? Это театральное искусство больше. Потому что, наоборот, иллюзионисты-фокусники со сцены в цирк пришли. Вот как это было. И поэтому фильмы, которые снимают вот «Престиж», «Иллюзия обмана», я думаю, что, ну, процентов, наверное, 50 это все реально, а 50 это киноэффекты и так далее. Мгм. Вот так. Ладно, тогда сразу сложный вопрос. Сложно? Жесткий вопрос. Жесткий, давайте. Когда вот фокус делают, такой женщину кладут в коробку, потом распиливают. Так. Как это происходит? Ну я не могу выдавать. Нет. К сожалению, нет. Ну как я могу рассказать? Нет. Мы не выдаем. Не выдаем секрет. Сейчас очень много, кстати, на ютубах ревилдов. Очень много. Да? Люди в масках раскрывают секреты. А, Поначалу я очень на них злился. Думаю, зачем они это делают? А потом я поговорил, Сергей Сафронов, вот братья Сафроновы, может, знаете, известные иллюзионисты, мы очень дружим с Сергеем, очень хорошо, близко. И мы с ним сели как-то, я говорю, представляешь, Сереж, вот как-то? Он говорит, слушай, ну это же наоборот класс, вот они раскрыли фокус, да, секрет, и это же дает тебе импульс создать новое что-то. Ты понимаешь, что это уже опасно показывать на сцене, потому что 50% людей будут знать секрет. да. Развивайся, делай что-то новое. И он мне, когда с другой стороны это показал, я говорю, отлично, ты прав абсолютно. И с тех пор показывайте, раскрывайте фокус, не проблема. Мы это придумали, люди же. Значит, мы новое что-то придумаем. Логично? Да, да. Вот и все. Поэтому пусть раскрывает, вообще нет проблем. Ну и плюс внимание тоже привлекает, потому что Нет. все пойдут же проверять. Ну тоже да, смотреть. да, как ни крути, это все равно развитие этого жанра. В любом случае. В любом случае. А вот, например, если ты спортсмен, ты смотришь там Криштиану Роналдо. Если ты вокалист, ты смотришь Димаш. да, ну как бы. А вы... На кого я равняюсь? Да, на кого Но смотрите? с детства, конечно, это мой папа пример всегда был. Это, ну, как бы однозначно. Это всегда... Потому что я с пеленок, да, вижу, как он репетирует, и он для меня пример, как артист, он для меня был всегда топ. Но сейчас, знаете, наверное, это Полунин Слава Асисяй, помните? Да, Асисяй, да. Лицедей. Вот, наверное, сейчас в топе он для меня. Ну, безусловно, это Чаплин. То есть я могу его пересматривать каждый день, и одни и те же фильмы. «Малыш», «Огни большого города», «Цирк» у него потрясающий фильм. Поэтому, наверное, ну, Чаплин это вообще не обсуждается. Вот два кумира, Чаплин и Майкл Джексон, вокал это Джексон, там, кино и так далее, это Чаплин, поэтому это вообще не обсуждается даже. Полунин, потом есть, кстати, внук Чаплина Джеймс Терри, киноактер, он потрясающий, очень пластичный, очень, у него такие неординарные спектакли. Если видели фильм «Шоколад» с Омар Си про клоунов,
французский фильм «Шоколад». Вот там Омар Си играет. Омар Си, знаете, 1+1. Да, его Вот знаю. он и Джеймс Терри, они вдвоем играют, там, дуэтом. Мгм. Два клоуна. Посмотрите фильм «Шоколад», я думаю, вам очень понравится. Вот, наверное, Джеймс Терри. Ну, безусловно, это классика, там, Никулин, Янгибаров, Карандаш клоун. Слышали же таких? Карандаш наверное? слышал. Да, Карандаш, Михаил Румянцев. Это вот та такая классическая эпоха, которая все равно вот советская клоунада все-таки держалась на них, и потом уже вот пошла современная клоунада. Поэтому ими вдохновляюсь. На Ютубе смотрю по вечерам, вот перед сном Мгм. просто. Выбиваю там клоуны, что выходит, и... Мгм. А, Если говорить вот про всех вот этих героев, там, и в том числе добавить туда Димаша, Криштиану Роналдо, Так, так. вот, с вашей точки зрения, вот из вашей жизни, процесс воспитания у них, у всех, он проходит через терпение, труд, ежедневные тренировки, ты от чего-то отказываешься, Да. кто-то обязательно тебе дисциплину Да. держит в ежовых рукавицах. У вас как было? Я вот как-то был летом на подкасте, про семейные ценности мы говорили, и там вот я впервые, ну, открылся. У меня вот, ну, папа был чуть-чуть жесток ко мне немножко. Не физически, он там раза два меня всего, потому что цирк и спорт очень близки, и там Мгм. все через палку. Прям избивают, прям избивают. Не бьют, а избивают детей, честно. Вот, физически папа там меня раза два, может быть, наказал, и то он меня там ремнем отшлепал за отношения. Я пришел на манеж такой, там, он так, а ну-ка, если ты пришел на манеж, давай делай, нет, уходи отсюда. То есть, ну, я вот начал что-то там капризничать, а вот за это, да, он мне навсегда сказал, взялся, делай, не хочешь, не делай лучше тогда. А касательно, он был черствый очень ко мне, вот в детстве у него не было вот этого вот сыночек, там, мой родной, пап, как я выступил, как, ну, ты мог бы и лучше. Вот, Мгм. конечно, это для него это казалось, что он дает мне, да, рост, что я Мотивацию, да. постоянно, но я вот так думаю, а может быть я другой ребенок, может я наоборот из тех детей, которому нужно там похвалить и поласкать, потому что вот мы сейчас анализируем, я же, ну, как бы копирую своего отца, и Мгм. вот мой сын тоже приходит с каким-то успехом, я говорю, ой, что там первое место, вот так вот, ну, как бы, Мгм. и я раз себя ловлю на мысли, блин, я же сам через это прошел, а я беру и копирую своего папу. То есть, ну, это вот большой остается след Да. на подкорке, да, то есть он, ну, что мне стоит сказать, Майк, там, Майк, у меня сын, Молодец. Майкл, да, там, круто, супер, а я для того, чтобы он там не расслаблялся, я говорю, ну, да нормально вот так, и он мне периодически говорит там, папа, ну, мне очень обидно, что ты, то есть он вот, видите, он из тех детей, которые сейчас же современные дети, они же проговаривают, и он говорит, пап, мне вот неприятно, что ты, и он начинает там обижаться тоже на меня. Мгм. То есть я, например, такой, ну, все, как бы я замолчал, советские дети же такие, как бы плохо, все понял, все, ушел. Вот, а он поэтому, вот у меня был в этом плане папа, который меня держал, ну, вот в таких вот, в дисциплине. Да, ну, трудно было. Наверное, я думаю, что это какая-то боль, которую надо проработать с психологом, наверное. Она сидит, и у нас с папой не всегда хорошие отношения, ну, как есть, говорю. Оно вот, я думаю, что это с детства осталось. Наверное, я вот сейчас вырос, и вот эта вот обида она осталась, я так думаю, за то, что папа вот там не проводил со мной время, не играл просто со мной в футбол, не ходили мы там с ним на какие-то кружки. То есть вот у него все время работа. И он этим гордился. И я всегда этим тоже гордился. Мы вот шли в садик, и мы репетировали какой-то номер, да. Мы постоянно, то есть из садика он забирал, мы репетировали номер. Постоянно работа. И я всегда говорил, представляете, мы всегда работа. А один коуч, просто мы с ним общались, он говорит, а ты знаешь, что у тебя большие психологические проблемы, потому что не ты выбрал профессию, а тебя заставили быть. Мгм. Я ему говорю, ты чего? Что за глупости? Меня папа спросил в 5 лет, ты Да, хочешь да. быть клоуном? Я сказал, хочу быть клоуном, папа мне. А он говорит, ну ты сам подумай, как 5-летний ребенок может делать выбор? Тебе навязали это, тебе хитро навязали. И вот я думаю, что, ну вот, возможно, если глубже, вот если мы с ним начали там копать, то, возможно, действительно, может быть, так красиво навязали, ну, что я уже, знаете, как когда робота запрограммировали, он Да. другого не видит, он думает, что это... Нет, я счастлив, что я артист цирка, но счастлива ли моя душа? Может быть, действительно внутри вот это вот идет переломный момент, хотел ли я этого? Нужно ли это мне было? И, может быть, я и несчастный был ребенок. Возможно. Поэтому не знаю я. Не знаю. Главное не совершить ошибку с моим сыном. Я очень хочу, чтобы он был артистом цирка. Я этого очень желаю. Но я постараюсь ни в коем случае его не принуждать. То есть мы ему даем, он хочет футбол, он ходит на футбол, Мгм. он хочет там на теннис, он ходит на теннис. Мы вот ни в коем случае его ни в чем не ущемляем. Хочешь рисовать, рисуй. Вот Мгм. так. Вот как-то так. Поэтому
Посмотрим. То есть вы по-другому уже, вы свободу даете, да? Там Даем, да, но все равно даю, но все равно иногда чувствую, что какие-то рамки нужна делаю. дисциплина, да? Да. Все равно надо направлять, надо всегда. Я думаю, что вот с детьми надо, конечно, в коем случае их не вести, а наоборот направлять, сзади всегда быть. Мгм. Вот это вот такая тонкая линия, когда ты ведешь своего ребенка, пойдем, ты туда, или когда ты за ним, типа, он идет, ты его раз там придержал, направил. И хитро, с ними очень хитро надо. С детьми 2000-х лет надо очень хитро. Потому что они такие уже совершенно другие. Да. Совершенно другие. Ну мы же прогрессируем, прогресс идет, и, соответственно, наш уже ребенок, он становится умнее. Но это нормально, я думаю, это абсолютно... Так что вот. Вот развитие таланта, ну, я так со многими разговариваю на эту тему, это всегда терпение, труд, и вот как раз вот это преодоление, когда тебя ставят в какой-то Да. жесткий формат, и ты дисциплину соблюдаешь. Да. А вот как вы думаете, вот сейчас молодежь, ей все разрешают, как бы им не Ну да, ругают, делай, что там, хочешь. они из-за этого чувствуют себя расслабленно, комфортно, там. Да. Мое А, пространство и все. Да, как вы думаете, а талант как будет прогрессировать? Или он все равно пробьется? Или как? Как это должно работать? Ну, хороший вопрос. Смотря в каком направлении, наверное. Очень часто вот разговор про ТикТок, что ТикТок убивает наших детей, та-та-та-та. А я, например, считаю, если вот опять же контролировать, то ТикТок может спокойно создать новых кинорежиссеров, Мгм. новых актеров и новых танцоров. Вот только ТикТок может. Мгм. Потому что вот я как во двор не выйду, девочки ставят, и они вот целый день. Танцует. Да. Это же, представляете, то есть она каждый день 5 часов тратит на то, что... Смотрите, как она развивается. Да. И тут же другая девочка, которая вот так сутулая сидит и просто вот смотрит. То есть, понимаете, то есть вот пример того, как использовать этот ТикТок. Понимаете, какая вещь? Или, а ну-ка давай снимем, сейчас я тебя вырежу. И они начинают там что-то снимать, какой-то вайн. Это же склейка, это же монтаж. Монтаж, да. Это же идея, где как стать. Это уже, Сценарий, да. считайте, 8, там, в 10 лет он уже оператор, режиссер и монтирует. Поэтому тут, вот в спорте не получится так. Мгм. Не получится. Ты сидел, встал и взял золото. Там, к сожалению, придется. Пахать надо. Но опять же, это же как бы, есть, это же как, отсеиваться будут люди. Есть кто говорит, не трогайте мое пространство, и все, я ничего не хочу. А есть дети, которые намеренно хотят спорт. И тогда они приходят и говорят, мне нужен спорт. Все, они убирают телефоны, они убирают там сладости, и все, и пашут. Это все зависит от ребенка, от характера. Вот и все. Поэтому я думаю, что, безусловно, 90% это будут такие, там, скажем, лентяи. Мгм. Но опять же, он может пройти какой-то там месячный курс по IT, и если у него вот эти вот математический склад ума, он быстро это схватит, все на практике. Все, он сразу раз. Google же не берет того, кто закончил образование. Google берет, у кого есть опыт, у кого есть желание, у кого неординарное мышление. Мгм. Они же так. Они тебе дают тест, там, да, и все, и ты проходишь тест, и они говорят, да, ты нам нужен. Они по тестам выявляют людей, а не по образованию, не по тому, где ты работал, а по твоему мышлению. Да. Но, например, на скрипке или на пианино. И вот я и говорю, да, я Там же- не дошел до этого. Конечно, там только так. Ну, это однозначно. Это 100%. Ну, то есть, как бы... Цирк же тоже Цирк самое. то же самое, да. Ну, то есть я просто спорт, это как бы я так округлил Да, всё. да, да. Профессии, где ты используешь навыки там, своих мышц, потому что и музыка, и спорт — это мышцы, это все память мышц. Там не получится схалтурить. Ну, то если ты хочешь хороших результатов. Если ты хочешь просто играть на фортепиано, поиграл месяц, забыл. Там, вот я на гитаре давно мечтаю там научиться играть. Я вот месяц походил, и все, и там год не ходил. Как бы это потому что просто вот мне хочется для себя. А если я хочу участвовать на конкурсах или быть в составе какой-то команды, сори. Как, да, вот молодому поколению современному, который смотрит ТикТок, видит, что там люди выходят, становятся популярными буквально за одно видео, Да, там, да. мемами становятся. Да. Как ему вот объяснить, что вот, а ты можешь скрипачом стать известным, да, но тебе для этого нужно по 5 часов в день в течение 20 лет работать, и потом, может быть, ты сможешь... Ну, слушайте, я не знаю, я бы, наверное, своим примером, я бы сам ходил бы на скрипку. М, Я бы сам ходил бы на скрипку, и вместе с ним бы, если бы я хотел бы, чтобы ребенок мой добился, наверное. Точно, да. То есть я бы раз, и он видит, что папа ходит, час не позанимался, все,
час в месяц, он привык, его мозг привык, что час в день он занимает, потом до 2 часов. А когда уже он сам погрузился, все, папа может отойти. Вот и все, и вместе уже с ним становится развиваться. Я бы так сделал. Да, точно. То есть мы вот четко поняли, когда у нас родился ребенок, и видели родители, вот, ну мы как бы молодые же родители, ему там только полгода, и мы вот видим молодые мамочки, там 5 лет ребенку, она пьет колу, и говорит, колу нельзя пить своему сыну. Вот это вот мы прям четко картину увидели. Мгм. И мы тогда сразу поняли, что если мы не хотим, чтобы он что-то пил вредное, то мы и сами не должны. Ну, не может стоять дома кола на столе, и мы говорим, нельзя Да-да. пить. Ну это вот и все. Только живым примером. Поэтому я думаю, что если мы хотим, чтобы... Если хочешь скрипачом, только самим. Хочешь спорт, сам запишись на фитнес и ходи вместе с ним. Да, да. На Думбру я же записался Да, на да, занятия, слежу за начал вами. ходить. Ага. Один раз дочку после школы взял с собой. Так. Все, она смотрит, ей тоже интересно, ей Думбру тоже дали, она там что-то побренчала. Вот и Так всё. что да, вот так вот, Вот видите, как вот вы у говорите, вас- пример, Вот если показать. только так. Или еще сейчас мысль пришла, если в круг общения поставить, где Мгм. все интересуются, например, скрипкой, В хорошую компанию, правильно, тоже. и тоже между ними будет байга. Вот, я тоже хотел сказать, что к тому, что если ребенок хочет хороший, его надо вот в среду и на конкурсы. То есть он раз пришел и проиграл. Почему проиграл? Ты посмотри, он играет произведение Вивальди. А что ты сыграл? Ты сыграл в траве сидел кузнечик. Вот и все. Пока увидеть. Он должен увидеть. Мгм. Но конкурс также может и сломать ребенка, к сожалению. Есть дети, которые наоборот ломаются. Да. Они проигрывают, закрываются и не хотят. Поэтому тут вот это так индивидуально. Вот дети это так индивидуально у каждого. Вот честное слово. Невозможно. Нет. И вот мне кажется, что когда вот пишут там родительское воспитание, нет. Ну вот нету книжки этой. У каждого ребенка должно быть индивидуально. Мы вот с Алисей периодически проводим какие-то там мастер-классы по воспитанию детей, ну, с женой с моей. И мы всегда говорим, мы рассказываем свой опыт. Мы не говорим, что это правильно. Возможно, через наш опыт вы увидите себя со стороны. Мы открываем вам двери. Ну, мы показываем вам двери, а вам решить, какую открыть. Вот и все. Мы не можем сказать, вот это так должно быть. Нет, в воспитании нет такого. У каждого по-разному. Ну, согласитесь. Да. вот. Да, да. Согласитесь. Невозможно предугадать. Талант, он может пройти, получается, не обязательно из-под палки его выбивать. Конечно. Я всегда, у меня же есть еще цирковая студия, где я детишек маленьких обучал. Мы сейчас, правда, пока временно закрылись. И я всегда говорил, на планете любой ребенок талантливый, на нашей планете. Вот он родился, он уже талант. Задача родителей распознать, в чем его талант. То ли он автогонщик, то ли он скрипач, то ли он артист цирка, то ли... Родителю нужно распознать. Когда ребенок в 2-3 годика приходит и говорит, мама, смотри, я нарисовал. Мы что делаем? Да, молодец, а сами там готовим. Надо увидеть, поддержать, как это, давай вместе. Порисовать не месяц. Нет, не нравится ему. Все. Он там, мама, смотри, я на дудке играю. Вот Да. надо родителю в первый период, вот с 3 до 7 лет прощупать, понять, в чем его сила. Поэтому нету неталантливого ребенка. Нету, вот я вас уверяю. Да. Просто развивать, вот и все. И вот это направление, которое у него идет. Если возвращаться к творчеству, Да? к карьере, там, к популярности, а как вы думаете, насколько, какой процент имеет фактор удачи в том, чтобы карьера вот твоя Ну да, то есть взорвалась? Потому что много же людей, я которые согласен, да. занимаются всякими разными вещами, в том числе там и скрипкой, или там боксом, там, или еще Да. чем-то. Но они могут пахать целыми днями, но так и не стать номером 1, например. Или там в 10 лучших в мире зайти. Как вот на этот вопрос мне кажется, невозможно ответить. Да, возможно, там и, в это же время есть такой же Головкин, да, условно. Или Димаш, возможно. Да? Или Майкл Джексон был в тот период, в ту эпоху. Но именно он попал, да, в струю, и он и там оказался в нужное место, выступил и спел вот Билли Джин и все условно, да? Ну, я не знаю. Безусловно, то есть я так думаю, талант плюс труд и все-таки удача, правильно вы говорите. И все-таки удача. Без труда не получится. Без труда точно не получится. Но удача же и есть труд, когда ты трудишься. И вот Оно на 1 час возвращается. больше ты потрудился, а в это время зашел тот тренер, который тебя заметил. Понимаете? Возможно же так это.
То есть вы вот вместе тренировались в одной там головке, например. Да. И они одинаково, то есть если их взять, они классно делают. А он просто ушел на час раньше, а Головкин остался добивать. И в это время зашел тренер, говорит: о, а давай ты выступишь за нашу сборную. А потом в сборную Да, увидели да. там, и он уехал в Америку. Да. Ну, я не знаю, я Как, так... как Иманбек, да, например? Нет, он-то молодец, он, безусловно, талант. Но там тоже, да, удача, да? Ну, Нет, он- ну как удача? Но он же выложил, он выложил работал, этот да, он- трек, он залетел в топ. Он на железной дороге работал, потом приходил Ну и вот. работал. Спать хотел, все равно работал. Ну вот, да, правильно. Ну, то есть это тоже не Ну, то есть, То есть как труд, это назвать? труд, и Удача? потом... Ну, почему нет? Он же трудился, он выложил, сделал этот трек. Трек офигенный получился. Люди залетели. Да, у него, ну, там, как вот наша королева эстрады сказала, что он не знает нотную грамотность. Ну да, он не знает, но он же сотворил историю, я считаю, для нашей страны, да? Да. Вот, поэтому в любом случае вот кто приносит славу нашей стране, хорошую славу, да, то это уже круто. И неважно, профи он в этом, не профи, он смог сделать, что там первый Грэмми в Казахстан принес он, все. Дальше не обсуждается. Что он делает дальше, мне уже вообще не интересно. А какую музыку слушаете? Из Из Казахстана, казахстанской да? страны? Ну, понятное дело, Ирина Кайратовна, да, это, мне кажется, все слушают. Мне больше нравится вот старое поколение, там, группа Арнау. Не слышали вы группу Арнау? Ну, надо вам как-нибудь послушать. Мадина Садвакасова, у нее песня мне нравится очень. Ну, Шиза мне нравится из современных. Который Вот. про Шымкент? Да, Шымкент именно песня. Именно Шымкент мне нравится у него. Димаш? Не, ну, безусловно, Димаш, конечно, безусловно. Ну, опять же, к нему огромное уважение. Он не меняется. Вот мы с ним виделись, когда он только становился Димашем. Вот, с уважением, да, там, поздоровался. И когда уже стал Димашем, и так, ну, то есть он в этом плане, он человечный очень. Дай Бог, чтобы он остался таким, дай Бог. Вот, ну, конечно, слава многих меняет. Кресло меняет многих, вот должность какая-то, да, и слава меняет очень людей, очень меняет, колоссально. Ну, там воспитание хорошее, насколько я знаю, родители, да, такие очень спокойные. Да. Вот, дай Бог, если бы он таким остался, конечно, уникум, просто уникальный. А в чем, вот вы думаете, вообще вот феномен заключается? Димаша? Ну, в голосе. Димаша и Казахстана в целом, потому что вот кто выходит на международную арену, Так, вот, и ваш тоже пример, так. люди остаются, несмотря на свою высоту, Статус твой. на свой статус, да. Димаш лучший вокалист в мире. Ну, Вы самый Безусловно. юный клоун в мире. ну, да. Головкин. Шавкат Рахмонов, ну, сейчас Берца будет номер один. Номер да. один. Геннадий Головкин, ну, легенда. Легенда, И все эти люди, они скромные, вот вы тоже, так, ну, нет такого, что Я понял, да. нос да, всё, поднял всё. и там- Казахстан не знаю, забыли там, типа, ну, вот так вот, да, ну, как бы. Да. потому что И я думаю, патриоты что- являются я думаю- патриотами еще. Я думаю, что всем, кого вы сейчас перечислили, всем им было трудно в Казахстане. Я думаю, всех их здесь не поддерживали. Вот все. У каждого, если спросить, и при этом все равно для них Казахстан мой дом, правильно? Вот об этом. Да. Я думаю, это менталитет наш. Менталитет, вот именно казахский менталитет, оставаться приземленными, наверное, я так думаю, потому что, ну, не могу ответить. Я думаю, это менталитет. Я думаю, это вот воспитание родителей, менталитет. наверное. Воспитание, там, будь спокойным. Хотя казахи тоже вспыльчивые, же такие воинственные, да? Ну, вот есть. Но опять же, зависит какой у них ру. Может быть, у них именно тот, который вот... А у вас РУ? У меня ру кшижус, у меня маленький, жапас у меня. Мгм. Жапас. Ну, по папе жапас, а я всегда горжусь, потому что аже как кожа, а кожа это они отделены сами о себе, они никому не принадлежат, и они привели мусульманство в Казахстан. Именно вот после кожа, после них пошло вот мусульманство, потому что до этого уже были, мы поклонялись. Тенгрианство? Да, тенгрианство было, и вот именно кожа, поэтому... Но смотрят же по папе, по аташке я жапас. А кем были ваши дедушка с бабушкой? Слушайте, они были простые рабочие. А как так получилось, что ваш отец Очень стал... просто, очень просто. Он, когда он был маленький, и когда видел образованного, красивого, стильного человека, он всегда думал, что это артист почему-то. У него так сложилось. И он мечтал стать артистом. А поскольку он был такой маленький и невысокий, ему всегда говорили, ну вот, и он любил всегда такой смешить всех. Он говорит, да, ты клоун прирожденный. И вот как-то ему навязали, наверное, вот это, ты клоун. И он поехал, он устроился проводником Астрахань-Москва,
чтобы бесплатно доехать до Москвы. Доехал до Москвы и вышел там. Уволился там. Ну да, сразу уволился. То есть у него такой был. Все, он доехал, там что-то 6 дней ехать или 5 дней, и пошел в цирковое училище. Пришел, говорит, вот, здравствуйте, там, ты умеешь бросать мячи? Ну, у него спрашивают, жонглировать. Он говорит, ну, конечно. А сколько умеешь? Он говорит, ну, сколько надо? Он говорит, ну, 6-7 можешь? Он так взял и их подбросил. Говорит, ну, вот, я могу бросать мячи. А в цирке термин, ну, типа, бросать — это жонглировать. Да. Он говорит, ну, вот бросил. А они там раз уже засмеялись. А на руках стоит, он говорит, конечно, умею, если вы меня поддержите. Все, его там держали, он на этих руках там стоял. Ну, то есть уже создал. Ну, и когда выходил, комиссия вот осталась, он говорит, если вы меня не возьмете, вы потеряете великого клоуна. Вот так он сказал. И ушел. Вот, наверное, вот эта вот наглость как-то, наверное, им понравилась, и они его взяли. Но при этом его могли не взять. Почему? Потому что в 1 годик его сестра старшая уронила случайно, и он сломал позвоночник. Целый год, представляете, не могли понять. Он плачет, ну, ему сместили, и за год он уже неровно сросся. Из 2, я вот это вот всегда, когда рассказываю, не представляю просто. С 2 до 7 лет папа лежал в больнице в корсете вот так вот. 5 лет лежать как? И только в 7 лет он учился ходить. Потому что, ну, то есть ребенок же начинает там с 2 лет начинать, а он с 2 лежал. И ему вообще категорически запрещено, то есть какие-то там цирковые училища, спортивные. Я не знаю, как его там, он скрыл это как-то, эту справку, но тогда, ну, не было все, не электронное же было, видите, можно было там что-то не дать эту справку, наверное. И все, его взяли, вот он вот, вопреки всему, он окончил цирковое училище как клоун 4 года и сразу поступил в ГИТИС на режиссуру, он режиссер цирка. И вот 4 года еще в ГИТИСе, то есть он 8 лет посвятил учебе. И все, его сразу, он приехал в Алмату, его взяли в штат клоуном, вот он гастролировал, потом нам, кстати, очень сильный большой толчок дал именно коллектив казахский. Они начали писать жалобу, тогда еще мы в Москве подчинялись, главк был в Москве, все цирки СНГ. И они писали, что позор коллективу, эксплуатация детского труда, когда я начал выступать. Ну и комиссия прилетела, отсмотрела и говорит, ну, позор? Они говорят, да, позор. Все, и нас забрали и на фестиваль. И вот именно фестиваль дал нам большой толчок. А так бы, может быть, варились бы, и, может быть, и бы на мир. Вот, кстати, опять же, вот... Удача, вот, да? Ну, удача, понимаете? Хотя негатив был. Ну, то есть позор, коллектив, прям писали на нас. И вот эта история повторилась в 2012 году, на меня начали писать. Там у них была претензия, что я себя сравниваю с Никулиным. Хотя я им показываю, что во всех интервью я говорю, равняюсь. Я равняюсь, а не сравниваю себя. Они видят это по-другому, что я себя сравниваю с ним. Ну и вот такие вот, и вот меня вот там в 2013 году уволили. Они позвали КТК каналы, там у них. Так что не хотят пока, не признают меня, не хотят развиваться. Им комфортно. Там ситуация очень простая в цирке. Они получают зарплату в месяц. И неважно, они сделают 100 шоу или 1 шоу. Потому что они эту зарплату получат от государства. Но какое развитие может быть? Им проще получить зарплату и на то их выступать. Чтобы, ну зачем им, для чего им стараться, если они эту же сумму получат? Нету стимула. То есть мы, когда в Италии на гастролях были, мы понимали, чем больше мы представлений делаем, тем больше мы заработаем. Денег, да. Правильно? Да. Поэтому мы росли. Папа постоянно новые репризы, новые реквизиты. То есть мы, чтобы там директор, ну как бы, чтобы поддержал нас в цирке, мы говорим, смотрите, мы новые номера сделали. О, молодцы. Ну, то есть есть стимул, это бизнес. Здесь нету этого. Им не важно сколько, понимаете как? И когда им это говорю, куда ты лезешь, ты вот хочешь, ну, в общем... А что сейчас нужно, чтобы театр, цирк, да, цирковое искусство развивалось? Я думаю, надо все цирки в стране передавать доверительное управление бизнесменам, потому что это сейчас это убыточное предприятие для города. Оно съедает почти там 700 миллионов тенге в год наших налогов, и плюс, это же налоги наши, плюс мы еще покупаем билеты, чтобы пойти в цирк. Почему мы платим налоги? Цирк на это живет, а мы еще покупаем билеты. Почему? Нет. Мы отдаем это в доверительное бизнесмену. Он собирает всю труппу, говорит, ребята, смотрите, теперь вы не получаете зарплату, если вы не выступаете. А хотите выступать, покажите мне качественное шоу. Все, это уже вырастает качество, правильно? Да. Артист начинает себе шить хороший костюм, поставить хорошую постановку. Это первый шаг. Второй шаг, он говорит, так, мы теперь цирк не только для детей, потому что сейчас в обед и там, ну, в обеденное время мы теперь становимся еще и вечерний цирк. То есть мы делаем детскую программу с уклоном на клоунов и так далее, и делаем в 7 часов вечера уклон на цирк дю Солей. Для взрослых Шоу, уже. спецэффекты, хорошая музыка, живой оркестр, все в смокингах, на встрече шампанское, возможно. Ну, то есть мы меняем формат полностью и делаем взрослый цирк и детский цирк. Это нереально залетит. Я вот абсолютно в этом уверен. Круто. Когда это будет? Когда я стану директором цирка, только тогда, наверное. Ну, я так думаю, а когда? Ну,
Сейчас, если я им предложу, они это не воспримут всерьез, они это... Так что в следующий раз будем с вами на интервью, я уже буду, возможно, директором цирка, я надеюсь, но Всё, почему берца. бы? Ну, почему бы и нет, правда? Да. А вот тем, кто хочет, например, стать Артистом артистом цирка. У нас цирка. есть цирковой колледж, только колледж в Алмате. Он берет раз в год 7 учеников всего. Это мало. М. У них 7-8 лимит. А сам вот человек, например, учится фокусы делать вот, там, вот так, например. Да. Опа. Да. Есть Да, вот, есть. вот такой Вот. талант Ну, вот прирожденный. вы вот на фестивале были? Тимирлан? Да. Вот он самоучка. Он А. стопроцентный самоучка. Который 100%. гран-при. Тимирлан, Да. он нигде Получил. не учился. Он начал вот с этого. Он в школе удивил. У вас лучше получилось? А, Да. Вот так Он- надо. Да. Его не надо Его не хватать, надо да? брать, его на сразу девать. А, все. То есть он вот с этого начал. О, реакция, круто. Он потом там с крышкой, с телефоном. Потом понял, что есть карты. Начал развивать карты. Потом попал к нам в команду. Все, вот эти трюки, которые он делает, это все, вот эти атрибуты я ему купил. Я ему купил, говорю, давай развивайся, год назад. И он вот, ну, то есть обкат, это называется обкатка, у нас зритель, я говорю, скоро будет фестиваль, ты будешь участвовать. И в душе я очень хотел, чтобы он забыл гран-при, но я никому из жюри не сказал, ну, потому что я не имею права, да, там, и когда вы объявили его, я думаю, ну, это круто. Да. Это очень, ну, то есть это здорово, что, вы представляете, как вы сейчас ему сломали сознание, он такой, вау, то есть у него сейчас какой взрыв идет. Перестройка будет, да. Все, он скажет, я могу, и реально, может быть, через год он будет в Вегасе выступать. Ну, не знаем мы. Мы не знаем, что ждет завтра артиста, потому что это вот, артист это вот так, сегодня он там здесь, а завтра он уже там, а уже все, уже, вот, ну, как Димаш, понимаете? Сначала его критиковали там, не кричи как петух, а весь Китай просто ему поклоняется. Через буквально там 3 месяца же это произошло. После того шоу, где его там сказали, успокойся. Вот понимаете, как это работает? Дай бог. Что мы тогда можем посоветовать вот, молодежи Казахстана? Ну, я могу посоветовать, чтобы они все-таки ходили в цирк все равно, как зрители, потому что это дает все равно нам какой-то импульс. Как ни крути, когда люди приходят в цирк, это круто, это здорово. Даже если они попали на плохое шоу, если им не понравилось, ну, дайте шанс, придите еще раз. Ну, я вот так я считаю, да. Не надо сразу на этом ставить точку. Ну и в целом, наши двери, мои двери всегда открыты. Если есть люди, которые талантливые, хотят попробовать себя, пожалуйста, мы можем приютить к нам. В Инстаграм Написать, да, и мы готовы. У меня так 4 артиста ко мне так попали. Просто вот написали, и все, и они теперь с нами гастролируют. Есть мальчишка вообще, который пришел к нам в студию в 11 лет. Потом мы перестали с ним заниматься, потому что я уехал гастролировать по Казахстану. И встречаем ему 15, а он усовершенствовал, что у него уже готовый номер. То есть я его даже не... Вот я его научил кататься на одноколесном велосипеде, забыл про него, он продолжал тренироваться, и приходит уже в 16 лет с готовым полноценным номером, и он с нами теперь гастролирует. Вот он Александр. выступал, да? Саша, Александр на одноколесном. Небольшой. Вот, Да. У него еще велосипед есть такой высокий одноколесный. длинный. Правильно? Вот это он и есть, Александр, Сашенька, О, наш молодец. талант. Сейчас он уезжает вот буквально через пару месяцев на гастроли в Турцию на полгода. Ну, молодец. Вот, ну, то есть, понимаете, как это? Все в наших руках. Короче, сейчас в Казахстане есть все возможности, потенциал огромный. Есть. И для молодых артистов поле свободное, только вперед, да? 100%. 100%. Вообще даже не обсуждается это. Ну, все, отлично. Будем ждать теперь. На такой Ну, позитивной ноте будем. Да. Да, Иван, спасибо вам, закруглять. кстати, отдельно вам за то, что вы вот... Я вот вчера со сцены сказал, что порой мы новости узнаем от вас, а не от инфо. Поэтому вы делаете большое дело для нашей страны. Вы учите казахский язык, тоже показываете большой пример. Вот, дай бог, чтобы у вас все это получилось. Если я чем-то когда-то могу помочь, вы знаете, потому что вы всегда нас информационно поддерживаете. Вот, я также могу чем-то вас... Ну, информационно нет, конечно, но... потому что не такие ресурсы, как у вас, но Да, какая-то у нас помощь, скромно. какая-то помощь, если нужна, я всегда. Все, Ладно, спасибо. Да. Рахмет. Спасибо большое.